Я бы сказала, что это очередное цветение орхидеи Arx Ray. И это третья безнадежная орхидея в моей коллекции. Для чего же я ее купила? Добрый день, друзья! Вам всегда интересно, что же я приобретаю, когда снимаю обзоры в Leroy Merlin. На этот раз я купила две орхидеи. Первая орхидея Sparks. Очень нежная орхидея с красивым переходом цвета на лепестках. Но некоторые утверждают, что эта орхидея прекрасно цветет, доращивает бутоны, а потом вдруг внезапно погибает. Может быть, и у меня так получится, а может быть и нет. Всегда же интересно попробовать, действительно орхидея так нестабильна, или сорт такой нестабильный, или все-таки что-то можно поменять в уходе. Ну, или применить в уходе за орхидеей. На данный момент ничего, кроме полива чистой водой, я и предлагать не буду. Корни местами есть сломы на корнях, но корни есть и в горшке, и воздушные корни. Не все замечательные, вот этот корешок совсем плохой, его можно обрезать, совсем не рабочий. А остальные корни зачетные. И эту орхидею буду поливать теплой водой по краю горшка, наливая полный поддончик воды. Поддончик высотой 1,5 сантиметра. Вот пока я вам сейчас все рассказываю, мы посмотрим, как впитает корни и грунт орхидеи воду. Вот так достаточно. Пусть постоит и нам пока не мешает. И еще одна орхидея. Я бы сказала, что это очередное цветение орхидеи Arx Ray. И это третья безнадежная орхидея в моей коллекции. Для чего же я ее купила? Для того, чтобы провести эксперимент на 3 одинаковых безнадежных орхидеях. Именно эти две орхидеи я купила 2 недели назад. Показывала. Очень многие написали, что вот эта красотка темного, черного и бордового цвета тоже одно из цветений орхидеи Arx Ray. И вот теперь их 3. Ну, корней нет практически ни у одной. И очень часто эти орхидеи погибают. Какой же эксперимент я хочу провести с этими 3 красотками? Хочу одну орхидею поливать чистой водой. И, наверное, это будет вот эта темная орхидея. Выбираю только по тому принципу, что у нее есть воздушный корень неплохой. И вот эти корни, которые рядом с шеей и немножко корней в горшке,
они на данный момент кажутся здоровыми и не пустотелыми. Поэтому вот эта орхидея будет точно так же, как и Спаркс, поливаться только чистой водой. А вот эти, давайте поэкспериментируем. Мне бы хотелось одну орхидею один раз полить привикуром Energy, а другую орхидею полить, ну, скорее всего, не полить, а замочить горшок вместе с субстратом, то есть с корой, в препарате Максим. И у привикура, и у Максима есть побочный эффект применения этих препаратов – наращивание корней. Не все умеют правильно применять Максим. Я более 100 раз на своих орхидеях применяла этот препарат, и ни разу этот препарат не сжег корни орхидеи. Во-первых, пользуюсь только Максимом для цветов и картофеля, а самое главное – в правильной дозировке. Дозировка на пакете написана с левой стороны. 2 мл на литр. Если вы применяете какой-то другой Максим, например, Максим Дачник, там совершенно другая дозировка. Если вы применяете Максим фирмы Сингента, он выпускается во флакончике 10 мл, там тоже другая дозировка. Очень внимательно всегда нужно относиться к фунгицидам именно к дозировке. Вот, например, к привикуру есть вот такая инструкция. Огромная инструкция. Хотя этот препарат класс опасности 3, то есть не опасный. Или не сильно опасный. Конечно, это фунгицид. Все равно нужно с осторожностью всегда работать с такими препаратами. И вот здесь только в самом конце написана дозировка его применения. 3 мл на 2 литра воды. Но мне, например, не нужно 2 литра воды. Значит, мне нужно всего 1,5 мл этого препарата на литр воды. Давайте начнем с привикура, потому что у меня всего одна емкость, в которую я могу поместить горшок с орхидеей. Поэтому показываю, как я это буду делать. Все приготовила, теперь только буду доставать. Литр воды. Обязательно смотрим, какая температура воды. Должно быть от 28 до 32 градусов. Вот, 31 градус. Пока сейчас мы разведем привикур, как раз будет 30 градусов. Вот в таком флаконе у меня привикур. Надавить. И если мне нужно 1,5 мл, я набираю шприц. Это такая густая суспензия. Сложно ее набирать. Через иголочку она вообще не втягивается, поэтому без иглы. Так, набрала я сейчас 2 мл, но мне нужно всего 1,5. Вот так. Она хоть и прозрачная, но она тягучая. Такое впечатление, что она какая-то, знаете, как масляная жидкость.
Вот видите, когда капает, такое впечатление, что как растительное масло. Давайте вот так сделаем. Промоем шприц. Перемешаем. И вот теперь самое, наверное, важное. Емкость. Конечно, можно поставить в любую емкость, но чтобы вам было хорошо видно, я ставлю прозрачную емкость. И именно в горшок, именно в грунт, не обращая внимания, есть или нет там торфяной стакан, наливаю раствор. Так как я наливала по всему периметру горшка, то промок весь грунт. Но все равно в растворе я дам постоять орхидеи ровно 10 минут. Вот эти все нюансы нужно обязательно учитывать. Сколько нужно подержать орхидею в растворе. Какое количество должно быть действующего вещества на литр воды. Вот если вы где-нибудь допустили ошибку, вот тогда могут быть последствия разнообразные. Как, например, часто пишут, что Максим сжигает корни. Нет, если правильно все использовать, Максим будет только во благо орхидеи. А если что-то сделать неправильно, конечно, можно получить совершенно другой эффект от использования препарата. Вернемся к этой орхидее через 10 минут. А пока не забудем про эту орхидею, про другую, которую я решила поливать только чистой водой. И как и все орхидеи, недавно приобретенные и находящиеся в покупных горшках, поливаю по краю горшка и даю постоять, ну, минимум полчаса, для того, чтобы грунт пропитался и корни вобрали в себя воду. Иногда бывает и больше, потому что бывает не сильно влагоемкий грунт и требуется времени до 2 часов. Так, эти две орхидейки у нас стоят с водичкой. Это пока в растворе с привикуром. Сегодня сложные процедуры, поэтому семочка лежит далеко. И не лазит на стол. Пока одна орхидея находится в растворе, я приготовлю следующий раствор с Максимом. Все, как я и показывала. 2 мл на литр воды. Вода тоже теплая, не сомневайтесь. Все всегда выдержано и все всегда одинаково.
Максим всегда находится, ну, по крайней мере, у нас его продают в таких пластиковых пипетках. И очень удобно. Вода набирается. Можно еще так сделать. Желательно не запачкать руки, потому что уж очень у него яркий окрас. Можно надеть перчатки, но я этого не делаю. Можно, конечно, еще вымывать Максим, но я считаю, что этого достаточно. Так. Сколько можно орхидей обработать в растворе привикура и сколько можно орхидей обработать в растворе Максима? Если вот так обрабатываете в горшках, то я бы не стала следующую орхидею погружать в этот раствор и в этот. Потому что мы не знаем с вами, что находится именно в этом грунте. Вот, например, у этой новой орхидеи, которую я купила, грунт имел неприятный запах. Поэтому обрабатывать следующую орхидею нет, не буду. У этой орхидеи в грунте запаха нет, но все равно он очень сильно влагоемкий, и мне тоже он не очень нравится. А если обрабатываете орхидеи без грунта, с открытыми корнями, то, например, в растворе Максима можно обработать до 4 орхидей, каждый раз увеличивая время обработки на 2 минуты. И оба раствора не хранятся более 12 часов. Растворы становятся неактивными. Поэтому, если по каким-то причинам не использовали всю капсулу Максима, но бывает не 2 мл, а 4, ее много, переместите Максим в шприц, и здесь он хранится столько же, сколько написано на упаковке. Я всегда его храню до полного использования. Хотя сейчас стараюсь вообще не пользоваться никакими препаратами, но иногда приходится. Так, прошло 10 минут. Достаем орхидею из раствора, переставляю ее в поддон. Сейчас раствор будет стекать в поддон, и из поддона весь этот раствор обязательно нужно вылить. Так как чашку буду использовать второй раз для Максима, пойду утилизировать раствор. Естественно, в канализацию. Так как класс опасности 3, его можно утилизировать именно через канализацию. Сонное царство. Все спят. Со второй орхидеей поступаем точно так же, как и с первой. А в этом растворе орхидея будет находиться 25 минут. Закончилось время обработки орхидеи. Достаем ее из раствора. Точно так же все сливаем. Все, что возможно.
и переносим в поддончик. В поддончике обязательно появится еще какая-то часть раствора, его тоже нужно слить. Вот здесь орхидея простояла немножко дольше, и вот он раствор. И еще раз сливаем. И пока не сольем весь раствор. Так. Отсюда тоже сливаем воду. И обязательно ставим садовые бирки. Это Arx-Ray поливается водой. Этот один раз обработан привикуром. Больше обрабатывать не буду. Следующие поливы будут только чистой водой. А эта орхидея обработана Максимом. И теперь за всеми этими 3 орхидеями будем наблюдать, почему я не срезаю цветоносы у этих орхидей. Ну, во-первых, все бутончики они распустили, ну, за исключением этой, она пытается распускать бутоны, но у нее это не получается. Можно, конечно, обрезать до первой живой почки, но я пока этого делать не буду. И еще почему я это сейчас не делаю. Когда бутоны все распущены, орхидея не тратит силы на распуск этих бутонов и поддержание их. Вот видите, это почти все засушило и в скором времени сбросит все цветы. Тогда можно будет обрезать до живой почки. Но опять же, и этого даже я делать не буду. Посмотрите, вот сейчас именно эта орхидея, которая в самом плохом состоянии, она начинает сушить цветонос. То есть она забирает все нужные ей питательные вещества из этого цветоноса для того, чтобы поддержать свою жизнь. Вот пусть они все 3 так и делают. А потом, когда цветонос полностью засохнет, я, естественно, их отрежу. Ну что, понаблюдаем за этими 3 орхидеями. Получится у нас что-нибудь или нет. Покажет только время. Так, и у нас осталась еще одна орхидея, с которой тоже можно слить воду. И смотрите, все корни, кроме воздушных, стали зеленые. Примерно за 40 минут корни орхидеи впитали в себя нужное количество воды. Ну что, наблюдаем дальше. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Ты молодец. Вытерпел. В компании легче терпеть, когда на стол не пускают. Да и погода сегодня не очень. Спать хочется.